Всем привет, это режим Варламова. И сегодня у меня для вас остановочный пункт 40-й километр, расположенный между 81-м километром и Яхромой на участке БМО в городе Сергиевом Посаде. С вами Игорь Абросимов, канал Влог, ЖД Фотографа, короткая зарисовка. Поехали, посмотрим, что они тут понастроили. Для начала здесь есть вот эта чудесная лестница, чтобы можно было с путей спуститься в болото. И вы удивитесь, но там есть протоптанная тропинка, то есть кто-то этой лестницей даже пользуется. Совершенно непонятно зачем, но давайте же пройдем на платформу. Напоминаю вам, что эти платформы построены в рамках реконструкции участка БМО от 81-го километра до Яхромы со строительством второго пути. То есть здесь все платформы поломали, какие были, и построили новые. Они 2014-2016 годов, соответственно, современные, не советские реконструированы, а именно тупо новые. То есть должны быть построены по последнему слову науки, техники и урбанистики с максимальным удобством для пассажиров. Ведь это новое строительство. Ключевое слово «должны быть». Так, платформа. Она просто широченная, что, безусловно, хорошо, потому что раньше на БМО были платформы шириной, например, вот примерно в 2 плиты или максимум в 3 плиты. Вот такая ширина платформы просто замечательная. Поедет товарняк, никого не сдует, все в безопасности. Хоть Сапсан здесь запускай. Конечно же, вот такая вот оградка, которую один раз при возведении покрасили, больше этого не делали. Она стоит, гниет, то есть можно видеть, что здесь уже ржавеет просто этот металлический профиль. Скоро она превратится в труху. Дальше здесь есть освещение, замечательно. Не на каждой платформе Московской железной дороги есть освещение. Но здесь вот сделали, это прекрасно. Но первое приключение начнется у вас сразу же, как только вы захотите сесть в электричку. Новая платформа на участке железной дороги, где ходят старые электрички с высоким уровнем пола. Все новые платформы низкие. Когда эти платформы проектировали, они что, забыли, что здесь не ездят низкопольные поезда? Да и вообще по России не ездят низкопольные поезда. Что мешало эти платформы запроектировать высокими? Не говоря уже о том, что этот участок БМО находится между Савеловским и Ярославским направлениями. То есть электричка часть пути все равно едет под высокими платформами. Выходит, что машинисту нужно на 81-м километре запускать помощника, чтобы он шел и открывал эти фартуки. Потом на приближении к Савеловке опять помощник идет, открывает фартуки. Что за каменный век? Ну сделали бы уже сразу высокие платформы. И еще довольно странно, что эти платформы супер-мега длинные. Здесь поместится вагонов 10, хотя на этом участке БМО отродясь ездили электрички 6-вагонные, а то и 4-вагонные вне сезон. Продолжим осмотр. Тут вот такие навесики от дождя. Честно говоря, от сильного ветра и от косого дождя они спасают весьма посредственно. Можно было сделать их ниже, например, чтобы избавить хотя бы от части брызг. Сделать можно было здесь вот такие стенки. Ну неужели не было на это денег, не понимаю. Или можно было просто поставить небольшие павильончики, но закрытые. Ну ладно, это уже мои влажные фантазии. Никто этого делать не будет. Это же РЖД, зачем? Сделали вот такую штуку и хватит. Ну спасибо, конечно, что хоть что-то здесь поставили. Но можно же было сделать лучше. И, кстати, посмотрите, какая тут дизайнерская скамейка. За скамейку поставим лайк. Разумеется, мусор убирать не надо. Это же БМО, здесь ездят мало электричек. Здесь точно никто не намусорит. Ага, сейчас, размечтались. Или что, договор с клининговой компанией сложно заключить, чтобы она работала и на БМОшке тоже? Перед вами путепровод Новоугличского шоссе, по которому ездит множество автобусов. Казалось бы, нужно сделать остановку, чтобы можно было с автобуса сразу же спуститься к платформе. Как вы думаете, было это сделано или нет? Я думаю, вы уже догадались, раз это видео вообще вышло в свет. Так, смотрим, как же с автобуса перебраться в электричку. По идее, можно было сделать остановку, вот, например, вот здесь. Где остановка? Нет остановки. Ну, или, может быть, остановка есть вот там, ну, на мосту, чтобы максимально быстро можно было перебраться с автобуса на электричку. Нет остановки. Так, имеем мы следующее. Если вы едете на автобусе со стороны Сергиева Посада вот таким образом по мосту, то вам вообще закрыт вход на эту платформу, потому что здесь нет лестницы. По идее, можно было бы вот там воткнуть остановку, или, например, даже здесь воткнуть остановку. Я знаю, что по правилам остановка на мостах запрещена, но можно же все организовать. Вот здесь поставить остановку, и вот такая вот лестница как-то с той стороны. Кстати, а почему с той стороны есть лестница, а с этой нет? И ладно, если бы это была реконструкция старой советской платформы, но нет, здесь все снесли и построили с нуля. Неужели нельзя было с нуля построить нормально, чтобы удобно было пользоваться? На данный момент я не представляю, как можно этим пользоваться. И, кстати, это одна из причин, почему я уже давненько не ездил на дачу на электричке. Смотрите, они позаботились о маломобильных гражданах. Вы посмотрите на это. Подъемник. Подъемник.
Вы что, издеваетесь, прикалываетесь? Зачем здесь подъемник? Как сюда вообще попасть? Как попасть к этой лестнице? Как сюда добраться? Объясните мне. Здесь нету автобусной остановки. То есть она есть, я не буду туда подниматься, она есть вот где-то там вот за горой. Я не представляю, кто будет пользоваться этим подъемником. Мне кажется, если какой-то маломобильный человек захочет поехать по этому маршруту, ему будет проще заказать какое-нибудь социальное такси. Но, тем не менее, давайте поднимемся и посмотрим. А, кстати, угадайте с первого раза, работает ли этот подъемник. Какая неожиданность! Ничего не работает, все сломано. Вот серьезно, вот это что такое? Зачем это поставили? Это не иначе как поставили для того, чтобы отчитаться о выполнении нормативов каких-то там ГОСТов-хреномостов. Но почему-то ГОСТы вообще не дружат со здравым смыслом. Мне кажется, пора бы эти ГОСТы пересмотреть. Потому что пока у нас ГОСТы предусматривает строительство инфраструктуры для инвалидов на остановочном пункте, ГОСТов, предусматривающих нормальную городскую среду, чтобы инвалиды могли добраться без посторонней помощи до этой платформы, нету таких ГОСТов. Так что вот, имеем то, что имеем. Я поднялся на Новоугольческое шоссе. Вот в таком состоянии павильон. Электрооборудование все разворовано. Ну это как бы ладно, вопрос не к проектировщикам, а к местным. И теперь скажите мне, как сесть на электричку, откуда сюда нужно прийти. Остановки нет поблизости, то есть она там есть, я знаю, но она далековато, примерно где светофор. С той стороны остановки вообще нет, нигде. То есть если я еду из Сергиева Посада, я просто не могу никак попасть на этот несчастный 40-й километр. Иначе как дуркой вот этот вот остановочный пункт назвать нельзя. Кстати, посмотрите, как выглядит аналогичный остановочный пункт в Польше, в загнивающем Западе. Город называется Варка Миаста. Как-то так, я не знаю, как правильно говорить. Вроде бы Варка Место. Там был однопутный железнодорожный перегон. Там построили второй путь. И вот какую там сделали инфраструктуру. Там есть лифт, есть нормальная лестница. Там платформа высокая, при том, что ходят электрички с высоким полом, как и положено. Почему у нас так сделать нельзя? То есть, еще раз, это новое строительство. Ну, сделайте вы с нуля хоть что-то нормально. Нет. Обратите внимание на такую маленькую деталь. То есть они как будто бы сделали здесь инфраструктуру для инвалидов. Понятно, что она не работает. Но если уж они сделали вот здесь вот эту сложную громоздкую конструкцию за неизвестно сколько миллиардов, то в итоге от нее нет никакой пользы, потому что тут ступенька. Ну и идем сюда вот по этой тропинке. Узнаем, куда это вообще ведет, зачем оно здесь нужно. Но нет, я даже ходить туда не буду, потому что уже отсюда понятно, что эта дорожка ведет тоже на платформу. То есть она дублирует платформу, вот дорожка, она ведет на платформу. Зачем в таком случае вообще эта дорожка нужна? Неужели кому-то придет в голову спуститься с лестницы и вместо того, чтобы сразу пойти на платформу, вот так вот сюда пойти, потом вот сюда и туда пойти? Зачем это было делать? Иного варианта, кроме как освоить бюджетную баблишку, у меня просто нет. Почему бы не отгрохать какую-то ерунду и не зарыть кучу денег в непонятное строительство? Никто ведь не поедет на БМО, чтобы проконтролировать ход работ. Но, к сожалению, нет. Я вот приехал и заснял на видео все эти работы, которые сделаны здесь. И, на мой взгляд, это просто кринж. Ну или вот, например, такая идея. Если я, допустим, пришел каким-то образом оттуда, а мне нужно на эту платформу, ну сделайте вы здесь настил. В любом случае, если будет такой человек, который пришел оттуда, ему нужно на эту платформу, он все равно здесь пойдет. Почему бы не сделать здесь нормальный, безопасный переход, чтобы не нужно было спотыкаться об рельсы? Ну и, кстати, давайте узнаем, куда ведет эта дорожка. Естественно, я пойду здесь, потому что, а что мне еще остается делать? Я же не буду идти вот туда, вот подниматься по лестнице, потом идти по мосту, потом спускаться, чтобы попасть сюда. Нет, не буду, извините. Я теряюсь в догадках, куда же ведет эта таинственная дорожка. Итак, поворачиваем налево, внезапно покрытие заканчивается, начинается гравий. То есть на ограждение, которое здесь, в принципе, не очень понятно, зачем нужны деньги были, его запроектировали, но при этом покрытие не запроектировали. Ну, как бы вы бы еще здесь поставили турникеты для полного счастья, не знаю. А потом заканчивается и забор, и гравий тоже заканчивается. И ведет вся эта конструкция непонятно куда. Кто будет этим пользоваться? Скажите на милость, вот, ну разве что приехать вот по какой-то из этих дорог сюда вот на такси и пройти пешком. Естественно, сюда не ходит автобус, даже какая-нибудь мелкая маршрутка, ничего сюда не ходит. И я даже не знаю, надо ли говорить, что можно было здесь сделать асфальт, пустить сюда какой-нибудь автобус, который по расписанию к электричке подвозит людей из города. Потому что пока здесь нет автобуса, электричка как будто бы нафиг никому не сдалась, потому что на нее нельзя сесть. А здесь Сергиев Посад, большой достаточно подмосковный город. Неужели не найдется желающих, например, на электричке сгонять в Дмитров?
Но нет, не найдется, потому что сюда нужно еще добраться и сесть в эту электричку. Что сделать невозможно, поскольку здесь нет никакой инфраструктуры для этого. И вот в итоге что мы видим? Мы видим, что дорожка выходит просто на какую-то дорогу, ведущую в какой-то СНТ, и все. На этом благоустройство платформы 40 километр заканчивается. В общем, вот, вы сами только что увидели, что могут построить в РЖД на небольшой железнодорожной линии. Но если уж вы взялись делать, ну сделайте вы нормально. Понятно, что здесь не такой большой пассажиропоток, но это же не значит, что нужно лепить такую откровенную билибердистику. Здесь же все равно кто-то мог бы съездить, но нет. Таким благоустройством вы сами, своими собственными руками убиваете железнодорожные перевозки России, потому что невозможно пользоваться такой железной дорогой. Серьезно. Я не представляю, кто здесь вообще ездит на электричке. Когда здесь был однопутный участок с обычной задрипанной платформой, здесь не было этого моста, здесь раньше был переезд, была автобусная остановка, и на этой электричке, ну не на этой, на этих электричках, ездило столько народу, что просто не в сказке сказать, не пером описать. Все приезжали в Сергиев Посад, ехали сюда на автобусе, слезали и ехали уже потом дальше на электричках по своим СНТ. Сейчас же пользоваться этой платформой невозможно. И это очень печально, потому что, еще раз говорю, что такое благоустройство просто убивает железнодорожные перевозки. А с вами был Игорь Абросимов и канал Блог ЖД Фотографа в рубрике «Режим Варламова». Режим Варламова. Да у нас просто менталитет другой. Ну, давайте ненадолго отвлечемся от грустных новостей и посмотрим на замечательный пассажирский поезд Минск-Архангельск, который едет с потрясающе красивым зеленым ЧС-7091, который перекрасили в эту схему буквально на днях, в конце 2024 года. Какой красавчик! Спасибо московской дирекции тяги, что решила последовать примеру Октябрьской и тоже сделала несколько красивых локомотивов. Продолжайте в том же духе, красавчики! И еще один классный поезд ЭД-4005. Последний электропоезд с такой физиономией на московской железной дороге. Срочно сохранить его в музейных целях, в действующем состоянии, чтобы можно было катать как ретро-электричку. А то я смотрю, что уже почти все ЭД-2Т постригли в металлолом. Ну хоть что-то должно сохраниться для истории, а то будет как СР-2 1017. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, ставьте палец вверх, рассказывайте о моем канале друзьям, которые тоже любят поезда и городской транспорт. До новых встреч, спасибо за просмотр.